Рад приветствовать вас на канале со сложным названием. В последнее время автобренд Havail регулярно публиковал информацию о новом кроссовере, фигурирующем под заводским индексом B02. При этом производитель не раскрывал никаких подробностей о данной модели, ограничившись серией тизерных фото, которые практически ничего не сообщали об автомобиле. Но на шанхайском автосалоне Havail официально рассекретил паркетник, получивший индекс XY. Примечательно, что новый Havail XY – это прообраз самого дорогого и продвинутого кроссовера в гамме. Он станет первой моделью с уникальным дизайнерским стилем, который будет использовать стильную двухэтажную архитектуру фар. Также на этом паркетнике создатели решили применить телематическую систему Coffee Intelligent, позволяющую связываться с автомобилем при помощи смартфона и облачных сервисов. Ну а теперь познакомимся с Havail XY поближе. Итак, новый кроссовер позволяет в полной мере оценить знакомый дизайн, созданный на базе основной концепции китайского концерна – суперпространства и острой эстетики. При этом разработчикам удалось привнести новые декоративные элементы в уже знакомые черты. Например, для преображения и без того яркой передней части ее было решено оснастить модной безрамочной решеткой, а светодиодную оптику растянули на всю ширину в виде тонкой полосы, проходящей по линии капота. Единственное, что усложняет гипертрофированный перед – нижний воздухозаборник, но и он вписывается в общий дизайн весьма органично. Для узнаваемости модель украсили оранжевыми тонкими линиями сверху и снизу. В общем, экстерьер передка получился довольно стильным, ненавязчивым, но в то же время очень запоминающимся. Профиль тоже не остался без преобразований и нововведений. Его стилистика явно была рассчитана на привлечение внимания молодежи. Стремительность – основная черта, которая максимально близко его описывает. Подобный эффект был создан за счет стильного наклона лобового стекла и заваленных задних стоек. Визуально крыша кажется, возможно, даже слишком наклоненной из-за наличия острого треугольника в районе бокового заднего стекла, но это вовсе не портит экстерьер паркетника, а скорее делает его еще более динамичным. Ручки дверей утоплены в кузов, а возле передней арки появились оранжевые жабры. Яркий акцент сделан и на оформлении пластикового глянцевого обвеса. Колесные арки выглядят крупными, но вот точный размер колесных дисков пока неизвестен. Можно лишь предположить, что их диаметр будет находиться в районе 19-20 дюймов. Задняя часть не уступает остальным ракурсам автомобиля. Сложность форм заметна на всех уровнях, начиная от оптики и спойлера и заканчивая нижним обвесом. Между плафонами появилась хромированная надпись с названием бренда, что, стоит сказать, является популярным приемом крупных автобрендов. О салоне данных пока никаких нет, но учитывая уровень оформления экстерьера, он должен быть весьма неплох. Ну а если опираться на предыдущие новинки бренда, которые могут похвастаться хорошим опционалом, массой современных функций, комфортным салоном и отличным уровнем безопасности, при этом предположить, что Havail XY не будет от них отставать, то салон вполне может приятно удивить поклонников марки. А пока остается только ожидать появления хотя бы какой-то информации. А вот о технических характеристиках и силовой установке кое-что известно. В основу ляжет модульная платформа Lyman, на которой уже создано несколько моделей Havail. На выбор будут предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2 литра, а в качестве коробки передач будет выступать 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Титульной версией станет гибрид системы Lyman DHT, которая может работать как в параллельном, так и в последовательном режиме. То есть на низкой скорости колеса будут вращать только электромотор, в то время как бензиновый двигатель станет работать в режиме генератора, а на высокой к ним с помощью сцепления подключится двигатель внутреннего сгорания. При этом вместо коробки передач в авто данной модификации установят двухступенчатый понижающий редуктор с роботизированным механизмом переключения. Таким образом, пиковая мощность такого движка достигнет 245 лошадиных сил. Дебют серийного кроссовера должен состояться до конца этого года. Цены на кроссовер пока неизвестны. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном автомобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с Dacia Club MD
auto.ru.